Ё-моё! Слушайте, а как здорово, а? Ёкарный бабай! О, вот это да! Ё-моё! Вот теперь буду мыться. Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара и заранее хочу поблагодарить вас за вашу активность, за вашу подписку. И сегодняшний выпуск – это продолжение истории про Галину Анатольевну. Это та самая пожилая женщина, которая много лет жила в гараже. Мы сняли ей квартиру, сейчас помогаем ей восстановить зубы. Но самый важный вопрос, который нужно решить, это вопрос постоянного жилья. И как вы помните, друзья, то, что в прошлый раз мы ездили и нашли вполне приличный вариант, но в последний момент владелец дома повел себя неадекватно и отказался от продажи. И все-таки, друзья, мы нашли очень хороший вариант, и сегодня мы поедем его смотреть. Если все будет хорошо, на нем мы и остановимся. Ну а мы, друзья, начинаем. Приятного вам просмотра. Галина Анатольевна, ну мы доехали до места. Не просто было найти хороший вариант, но все-таки нашли. И то, что вот мне нравится здесь, кстати, очень красивая природа. 4 станции до вашей работы, то есть это недалеко. Все то, что вы хотели, чтобы было близко с работой, чтобы было недалеко от Киевского, чтобы осталась та же самая прописка, как в Киевском, да. То есть здесь вот до Киевского буквально 8 километров, 4 станции. По сути, на электричке довольно быстро. Да и дом, в общем, на первый взгляд выглядит добротно. Поэтому предлагаю сейчас зайти и уже самим посмотреть. Да. Заходим? Заходим. Как будто там... да, щеколда. На щеколду закрыто. Что делать? Закрыто на щеколду, друзья. Вспомним молодость. Ой, только не рухни, Дима, ради бога. Что не сделаешь ради того, чтобы открыть дверь. Я кто посмотрит, скажет, тварь гелегу. Все, добро Все, пожаловать. наконец-то. Завалило просто. Колодец. Колодец даже есть. Как хорошо. Кстати, участок тоже не маленький. Давайте сейчас сначала с дома начнем. О. Так, мы заходим. Собственно, я созванивался с хозяином по разговору. Очень адекватный мужчина. И он говорил то, что очень добротный фундамент, но дом нужно утеплять. Ренату я также дом уже показывал по фотографиям, несмотря на то, что он болеет. Он также посмотрел, Галина Анатольевна, дом по фотографиям, сказал то, что можно утеплить. И, кстати, даже вот здесь, я так понимаю, это больше как летняя такая, что ли, здесь веранда. Фундамент, самое главное, добротный, но утеплить это уже не проблема, тем более Ренат у нас мастер на все руки. Давайте пройдем туда, посмотрим. Печка, да, хозяин говорил то, что вот есть печка. Здесь есть также вот электричество. То есть, ну, печку можно растопить. Но дом, хочу сказать, вполне уютный, вполне опрятный. Да, конечно, здесь есть что сделать. И, несомненно, в первую очередь, то, что скажет Ренат, то, что нужно будет обшивать. Но то, что мне здесь нравится, да, то, что здесь очень хорошая природа. Дом вполне уютный, есть электричество. И если утеплить, то дом будет вполне хороший. Ну и самое главное, что здесь есть печка, значит, тут будет тепло. Друзья, мы вышли на улицу, и давайте посмотрим, что имеется на участке. Вот сразу в глаза бросается колодец. Давайте к нему сходим. Это, кстати, друзья, немаловажно. Потому что сегодня вырыть колодец стоит немалых денег. Так, но он здесь, судя по всему, закрыт. Но факт остается фактом, то, что он тут есть. И обратите внимание, то, что к колодцу подведено электричество, идет шланг. Соответственно, здесь установлен насос и, возможно, подача воды в дом, что очень удобно. И на участке еще одно строение, из которого торчит труба. Владелец говорил, то, что на участке есть баня. Скорее всего, она это и есть. И как раз там вдали есть еще и туалет. Посмотрели первый этаж.
Пойдемте посмотрим, что там у нас на втором этаже. Лестница тут, конечно, крутая. Что поделать. Второй этаж. Ну, вполне хороший второй этаж. Здесь, видите, вот что мне нравится, идет труба от печки, соответственно, она обогревает и второй, и первый этаж. Ну, наверное, из недостатков, которые я здесь увидел, первое, то, что лестница довольно крутая, но здесь мы покажем Ренату, может быть, у него будет какое-то видение. Но самое главное то, что, собственно, про что и говорил нынешний хозяин, что фундамент довольно добротный, дом построен качественно. Кстати, даже Ренат это оценил, скажем так, удаленно. Естественно, нужно будет, чтобы он приехал, посмотрел все это на месте, но вот атмосфера в доме вполне неплохая. То, что мне нравится, здесь есть печка, вот, соответственно, можно будет топиться. А с точки зрения утепления, опять же, Ренат сказал, поможет, так что в доме будет тепло. Друзья, и одна из самых больших проблем в домах — это состояние крыши. Дом не новый, но посмотрите, здесь вот видно то, что абсолютно ничего не течет. Это уже очень-очень хорошо. Также в доме есть электричество и есть печка, поэтому, в общем, вариант вполне замечательный. Сейчас на улице порядка минус 3 градусов, но в доме довольно тепло. Это говорит о том, что дом строился довольно качественно. Обратите внимание на детские игрушки, а также здесь есть детская спальня. Это говорит о том, что владелец этого дома человек семейный и вполне приличный. В отличие от предыдущего дома, который мы смотрели, когда хозяин вел себя очень странно. И в последний момент, когда уже все шло к сделке, хозяин почему-то передумал, начал на нас кричать и как-то повел себя крайне неадекватно. Друзья, посмотрите, какой вид во двор. Этот участок также продается вместе с домом. Здесь есть еще какие-то строения, по-моему. Владелец говорил то, что тут есть баня. Ну, в общем, сейчас с вами давайте сходим и посмотрим, что тут еще есть. Но лично по мне вариант вполне неплохой и даже очень хороший. То есть действительно здесь хорошо. Да, нужно кое-что довести до ума. У нас есть Ренат, так что мы все сделаем. Вот, собственно, сама русская печь. Сюда можно положить дрова, можно разжечь. И русская печь, она славится своей надежностью, славится своим теплом. У Галины Анатольевны, как вы знаете, много котов. Коты также будут греться на печи. И чем мне нравится именно эта печь, то что вот здесь вот есть плитка, при необходимости можно будет приготовить еды. Дом двухэтажный, одна комната на первом этаже, вторая комната на втором этаже. Как вы уже знаете, то что здесь есть русская печь. И есть так называемый предбанник, который служит прихожей. Летом это можно использовать как летнюю кухню. А зимой этот предбанник предотвращает попадание холода в основную комнату. Давайте попробуем зайти сюда, посмотрим, что тут есть. А? Ух ты! Вот это вот красота! Вообще прям красиво, мне прям нравится. Да, ребята, это самая настоящая баня. И здесь очень классно. Кстати, я бы сам с удовольствием сюда приехал и попарился. В бане есть также полноценная кухня, раковина, обеденный стол. Да и вообще здесь, кстати, очень-очень уютно. Честно говоря, даже по-белому завидую Галине Анатольевне. И посмотрите, какая баня. Банька очень приличная. Прям очень хороший вариант, ребята. По-честному, было очень непросто найти вот этот вот вариант. Мы искали несколько недель, пересмотрели кучу вариантов. Основная проблема была в том, что у нас был ограниченный бюджет. Плюс Галина Анатольевна хотела, чтобы было недалеко от Киевского, чтобы она сохранила вот свою прописку. Все-таки, друзья, я надеюсь, что в этот раз у нас получилось, и с владельцем этого дома мы найдем общий язык. Посмотрите, какая здесь стоит качественная печь. Я думаю, что даже Ренат это бы заценил. Когда мы смотрели прошлый участок, вот вспомните потолок в прошлой бане, там все вот искрилось, то есть он был полностью промерзшим. А здесь, друзья, вот видно что уже можно растопить и можно уже париться. Галина Анатольевна, зацените ваши будущие владения. Это вот банька. Проходите, смотрите. Вот она где кухню спрятали. Ё-моё. Ой, слушайте, а как здорово, а? Ёкарный бабай. О, вот это да!
Ё-моё! Класс! Во! Ничего себе! Вот это хорошо! Вот это здорово и аккуратно, и все, прям, и вода, и все, класс. Вот она и кухня спрятались. Вот она. У вас есть русская печка, потом в бане есть печка и есть еще газовая печка. А это газовая, да? Да, это газовая печка. Здесь вот А, баллон, вот баллон, вот точно. спички. Чем мне вот нравится этот вариант? На самом деле он практически идеальный. То есть фактически уже заехал и можно жить. Как вы видели, дом двухэтажный, есть 2 комнаты. Потолки, кстати, не протекают. Ремонт довольно хороший. Есть электричество, есть вода, есть насос. Все заведено, есть банька, и банька какая. Плюс русская печка у вас есть в доме. Печка в бане. Ну, в общем, заезжай и живи. Ну, будете приезжать в гости. У вас тут виноградник, тут у вас, по-моему, яблоня. Яблоня есть, да, еще там малина, еще там какое-то возле забора. Но я там еще не разглядела, что это именно, что за дерево. Сейчас самое главное, чтобы было все в порядке с документами. Но здесь вот как раз Дима поможет. В общем, вариант вполне хороший. То есть уже Да, можно выходить на сделку и заселяться. да. Чердак. Да, тоже чердак есть, кстати, да. Я не ожидала, что здесь. А я же говорю, переживала. Думаю, где же все-таки кухня? А вот Должна видите, же она быть, эта кухня. Всё Слушай, есть, так что котам дом будет, есть, а кухни нету. котам будет здесь очень хорошо. Да, Так, ну здесь вот летом будет виноград. да. Это, обратите внимание, большой участок, то есть можно посадить огород. И, кстати, кто-то уже написал даже сансара. Сансара, это не я писала. Друзья, честно говоря, я не перестаю удивляться тому, что есть на этом участке. Посмотрите, какой здесь классный забор. А помимо всего, к этому участку прилагается вот этот гараж. Посмотрите, какой он большой, очень качественный. Честно говоря, друзья, я в шоке. Мне здесь все очень нравится. Мы с Галиной Анатольевной думаем, что это именно наш вариант, поэтому сейчас мы будем созваниваться с собственником и уже договариваться обо всех юридических аспектах. Друзья, в общем, мы все посмотрели с Галиной Анатольевной очень внимательно. Нам, кстати, все понравилось. Да, Галина Анатольевна? Да. Да, дом действительно очень приличный. Кстати, у дома есть еще и гараж. И сейчас вот приехал Дима. Дима, что ты скажешь? Да, Дмитрий, приветствую. Да, приветствую. Благодарю еще раз, что пригласил. Рад вас всех видеть. Если с чисто, скажем так, обывательской точки зрения, потому что я не строитель, я юрист, то дом очень хороший, мне понравилось. И осталось только проверить юридическую составляющую. Потому что, друзья, как вы помните, прошлый собственник, именно после того, как получил список документов, которые ему необходимо нам предоставить, причем в них не было ничего криминального, по какой-то причине отказался дом продавать. Соответственно, сейчас будем проверять данный объект недвижимости. Я вам напомню, что проверять нужно как сам объект недвижимости, то есть чтобы действительно продажа была от собственника, чтобы не было обременения, не было залога, так и проверять собственника непосредственно. То есть собственник должен быть дееспособный, на нем не должно быть каких-то банкротных процедур, там, судов, долгов и так далее. Ну, это все мы проверим, это я даже вам все более подробно расскажу. Единственный момент, который вот мне Дмитрий сказал, мы также будем его сейчас выяснять. Надо узнавать, насколько дом здесь поставлен на учет, потому что, друзья, наверное, вы помните, для Галины Анатольевны, безусловно, важен вопрос прописки, то есть регистрации. Как вы знаете, наверное, для тех, кто не знает, я расскажу. После того, как она свою долю продаст, даже если она не будет выписываться, новые собственники через суд могут ее выписать просто в никуда. Такое происходит сплошь и рядом, в этом нет ничего необычного. Соответственно, учитывая, что здесь Галина Анатольевна планирует жить, вопрос с пропиской он важен. То есть нужно будет узнавать, поставлен дом на учет или нет, как его ставить, потому что у нас была дачная амнистия. В общем, весь процесс, я думаю, мы вам покажем. В общем, друзья, надеюсь, что мы все-таки нашли очень хороший вариант. Также, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях Ренату пожелания скорейшего выздоровления, потому что он болеет и, к сожалению, он не смог приехать. Давайте, пожалуйста, ему напишем. Я думаю, это очень сильно поможет. А также, друзья, по традиции попрошу вас подписаться на наш канал, выбрать параметр все уведомления, а также колокольчик. Конечно же, обязательно подписывайтесь на канал Дмитрия. У него там очень
полезные и правильные советы. И, друзья, делайте репосты в социальных сетях, проявляйте максимальную активность, так как вы это умеете. Обязательно подписывайтесь и следите за этой историей. Ну, а с вами был ваш любимый канал Сансара, Галина Анатольевна и Дмитрий Анцупов. До новых встреч!